Так, всем привет, ребят. Добрый вечер. Сразу скажите, слышно меня нормально или нет. Там задержки какие-то, как музыка играет громко, не громко на фоне. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Саша, это ты, что ли? Это твой ник такой? Огонь. Ну, если все нормально слышно, тогда приступим. Музыку немного тише. Так. Денчик, привет. Так, ну вроде сделал потише. Погнали тогда, все. Итак, я, наверное, музыку чуть-чуть потише сделал. Так, нормально с музыкой? Еще потише сделал. Еще. Ну что, раз вроде все проверили, связь проверили, можно начинать. Итак, что у нас сегодня? Сегодня, как обычно, стримец посвящен у нас выходу нового героя. То есть раз стабильно, там, да, раз в месяц мы заливаем пивку на нового героя. И в этот раз у нас госпожа Ада Вонг из известной игры Resident Evil. Да, тут разрабы, как видно, вообще даже не парились, просто сплагиатили героев наглую. Даже ник не просто поленились поменять на какой-то другой, просто Вонг. Музыка тише не стала, давайте еще чуть потише сделаем. Сделал еще тише. Сейчас точно тихо, даже я практически в наушниках ее не слышу. Герой у нас фракции Синька Гардианы, класс поддержка саппорт. Герой ожидаемый, мы его ждали, что это будет Фиона, то есть были какие-то инсайды, но инсайды были кривые, но в принципе все примерно было понятно. То есть Фиона это у нас тоже Синька саппорт из игры Idle Heroes, но здесь у нас перс в корне опять переработан, то есть ванговать там, что по идлам, что там выйдет перс, мы уже не вангуем больше. Перестали. Потому что это бредово. Бредово. Итак. Что у нас? Госпожа Вонг. Давайте разберем, что это за герой, что он у нас умеет. Открываем скиллочки. Итак. Активный скилл, то есть ульт, наносит 500 урона двум случайным врагам и добавляет гормон какой-то там, да, 3 случайным союзникам, включая себя, да, то есть итого 4. 4 перса, в принципе, как у Оливии, да, то есть у Оливии тоже по бокам, там слева-справа, да, плюс она сама на 3 раунда. И написано, да, приоритет отдается тем целям, которые на котором, короче, этот гормон не висит. Итак, как работает этот гормон? То есть, да, бафик интересный. Когда союзник с этим бафом делает активную атаку, каждый союзник с таким же бафом будет восстановить 30%. 30%, да я уже потише сделал, вы что, прикалываетесь? Там уже у меня громкость, я не знаю, на 6 стоит. Еще тише. Вот вы единственные это, что-то с музыкой. Все, еще тише сделал. Смотрите, да, то есть
когда союзник с этим гормоном, с этим бафом наносит активную атаку, тут еще неизвестно, да, активная атака подразумевает ульт или просто атака, каждый союзник с таким же бафом восстановит себе 30% здоровья от нанесенного урона этой атакой, да, то есть, понятно, примерно, какой-то такой специфический вампирик. А дальше, ну, не превышает 2000% от атаки бонус. Сделай 2, говорит. Также, да, если гормон баф снимается, герой немедленно восстановит 25% от максимального здоровья Вонг. Да, но не превышает 3000 атаки бонус. Эффект у нас не стакается. Всего 3. Всего 3 это нормальный результат. Сделай 2, говорит. Еще тише сделал. 2 сделал. Скажите. Удивительно, да? Музыка с колонок идет, а вам громко все равно. Окей. То есть примерно, да, уже начинаем понимать, что у нас зависит от здоровья Вонг, да, хилка, и зависит от еще атака у нас зависимости, да, какие-то есть. Интересно. Дальше погнали. Базовая атака, да, наносит 200% атаки 2 врагам и накидывает нейротоксин на цель на 2 раунда. Нейротоксин, ну это дебаф у нас, да. Как работает этот дебаф? Цели с этим дебафом будут подвержены уменьшению лечащего эффекта на 50% при этом и 20 энергии. Одновременно будет нанесен 10% урон от максимального здоровья, но не превышает 1000 атаки Вонг, да. Также цель будет накинутая молчанка, сало, да, на 2 раунда, когда будет дебаф снят, да. Также, опять же, у нас эффект у нас не стакается, и самое важное, он не может отпурифается. Вот. Вот мне вот просто интересно даже. Блин, какие-то фиговины вышли. Ладно, сделаем так. Окей. Угу. Да нет, странно. Может это, кстати, я догадываюсь из-за чего. Но я сейчас сделал потише именно в самой приложухе. Хотя, по идее, в колонке идет в микрофон. Ну, ладно, не суть. Я в программке сделал меньше. Скажите. Вот вообще, дайте, вот я сейчас уменьшил в программе. Дайте обратную связь. То есть, примерно понятно, да? Угу. Сейчас норм, да? Во. То есть, все-таки было дело в программе. Прикольно. Оказывается, я крутил, короче, динамики, оказалось, надо было в программе поменять. Видимо, там оно как-то интересно работает. Так, пассивки у нас. Атака 30, здоровье 50%. Да, вот смотрите, снижение урона 40. Ну, прям нехило. Наверное, самое большое снижение урона, которое сейчас существует у героев. То есть, в принципе, 30 там было, 35, не помню, было, не было, но 40 это вообще до хера. То есть, с 20 со шлемачком мы получаем 70 снижения урона. Это реально до херища. Да, вот смотрите, лечащий эффект для всех союзников плюс 30, скорость плюс 60. Ну, скорость плюс 60, да, смотрите, скорость все-таки не такая уж и большая, 1.176, что-то похожее, типа как у Таза. Я не помню, конечно, уже у Таза какая скорость. Ну вот, да, примерно. Чуть больше, чем у Таза. Ну, такое, конечно, слабенькая скорость. И это проблема на самом деле, потому что герой у нас завязан сильно очень на ульт. Ему надо чем быстрее, тем лучше ультануть. А он не может. Ну да ладно. Окей, смотрите, да, и у нас 4-й скилл. В начале раунда союзники, у которых есть баф гамма-гормон. Вот это что такое, я не понимаю. Регейн 500% вонг атаки. Вот я вот тоже не понимаю, это здоровье, лечение 500%. Или они получают 500% от вонг атаки. Ну, короче, что-то криво. Надо на китайском посмотреть перевод этого скилла. Потому что английский и русский что-то вообще кривовасто. Угу. И получается
получают, вот, да, еще в плюшка одна интересная, барьер, призм барьер эквивалентный 30% от максимального здоровья Вонг, да. Как работает барьер? Вот, тут интересно, да, щит поглощает урон, который нанесен, но не более 2000 от атаки Вонг. То есть опять у нас связка атака, максимальное здоровье. Вот. Ну, мы ориентируемся все-таки на максимальное здоровье. Поэтому так уже примерно билдец чувствуется, что он будет на здоровье, либо скорость здоровья, что-то такое. Также все хотелось отметить. Смотрите, у него очень большое количество здоровья для саппорта. 667, то есть отмечу, что больше, чем у Оливы на 60 тысяч. А это нехило. Вот. То есть чуть меньше, чем у Рецы. Там, ну, прикольно. Как-то выходит. Вот. Тут вообще бичи. Бичи, не бичи. Ну, больше, чем у Ланса. Ну и так далее, и так далее. А интересно, больше, чем у Овой? Даже больше, чем у Овой. Офигеть. Ага. То есть, да, интересный скиллочек такой. Будем разбираться, как он работает. Что дальше? Переходим на гены. Гены у нас в баре. Заходим в бар, смотрим гены. Так, первый Е2 ген. Итак, пассивный скилл. Ну, классика, стандартная классика. Когда здоровье ниже 50%, все союзники получают баф гормон этот, да, на 3 раунда. Вот. Также союзники, которые получают этот баф, сразу же восстанавливают себе здоровье в эквиваленте 50% от максимального здоровья Вонг. В принципе, ну, то есть более такой интересный баф, чем обычно идет. Обычно там, ну, баф на всех дали, да и все, и разбежались. Ну, типа как у Таза там, да, еще что-то. А тут еще как бы подхилка всех 50%. Чем-то напоминает Габра Е2 ген, где она тоже там лечит кого-то и так далее. Ну, это вообще супер-пупер. Габра вообще тихо курит в стороне. Итак, второй у нас ген. Вот это вот мне больше намного понравилось. В начале раунда, не битвы, а раунда, два случайных союзника получают гормон на 3 раунда. И еще двум случайных врагам еще дебаф, который не пурифается у нас, да, который нельзя рассеять, на 2 раунда нейротоксин. Вот это мне куда больше перспективнее смотрится, потому что помимо того, что она сама накидывает гормоны, не забываем, что у нее активный скилл еще приоритет отдает тем, у кого нет гормона. Плюс еще каждый раунд это бабуня. Вот это вообще, вот этот мне скилл Е2 больше нравится намного. Нет, пиво не будем. О, Рена, привет. Ты через переводчик с нами общаешься, хотя он, наверное, не понимает нас по-русски. Или понимает, не знаю. Только по одному не будет. Сейчас я ему напишу. Так, ага, окей, идем дальше. Итак, Quantum Tank. Е4 ген, который вообще прям все в корне меняет. Смотрите, да? Что тут написано? Когда у нас гормон слетает с союзника, первое, герой будет очищен, то есть работает Purify. То есть, если, допустим, враг пробил гормон, там, да, этот, или он просто снимается, то будет отпурифаен. И второе, если союзник, которого есть гормон, получит фатальный урон, да, баф будет снят, но одновременно урон будет поглощен. Смотрите, написал, хвала богу. Окей. Так, интересная, да, тема? Что я могу сказать? У нас же тут разрабы-то не сидят на месте. Им, вот, допустим, их, видимо, напрягало то, что там мы во вторую нору ходим, там, забираем 700 очей, забираем там пиво и прочее. Их это сильно напрягало, и они уже новые герои ввели. В том числе они ввели Вонг в новую нору. И вчера, в принципе, уже были возможности посмотреть, как этот ген работает. Ген работает бесподобно. Этот ген, по сути, аналог гена света, да, Е6. С1. Это полностью от фатального урона спасает. Либо там, как у Витяна, там, да, вот тоже он 5 слоев и фатальный урон там спасает. Вот это вообще один в один. Представляете, вот эта херня работает на всю пачку. Вот. То есть выглядит супер-пупер перспективно, но есть нюансы. Да, во-первых, герой должен быть Е4, а еще лучше Е6, потому что у него проблемы с иммуном.
и надо ее как-то решать. Ну, в принципе, наверное, на этом все. Разобрались мы, получается, со скиллами. Начинаем лить пиво. У меня здесь 3000 пива. Это мой такой один из моих любимых твинов, Stormblaze. Вот. Он такой, в принципе, неплохой. И ему отлично зайдет этот герой. Я сначала думал на другом твине 2000 лить, но тут оказалось, что этому больше. Потому что тут я еще собираюсь вот забрать вот эту вот штучку. Вот. Потому что я думаю, скорее всего, мы 5 кругов ливанем, и я заберу вот эту штучку. И тут как раз Диана просто вот Е3 собрана. Как раз будет Е4 еще с скином. Ну, вообще супер-пупер. Итак, начнем. Я не знаю, что будем крутить, вертеть через этот, как говорится. Так, по героям у нас тут добавлено все, да? Будем крутить, вертеть будем через этот, как его, форвард, да? Так, ну все, смотрим скин и начинаем. Ой, ну, то есть ролик этот и начинаем. Ну, вообще супер-пупер. Ну что, погнали. Льем по 10 пива. Так, дисмиссать я пока ничего не буду. Блин, надо было скипнуть анимацию. Ну хотя, в принципе, это. Да. Вперед, бум. Вперед и вперед у нас Гнур. Ну, Гнур ничего интересного, да. На самом деле, очень хочется Е4 собрать, потому что без Е4 гена, как бы, ну, тест, блин, будет такой себе. Вот. Что-то у нас пока ничего не дропается. Сегодня вообще я на мэйне слил, блин, 500, ни хера ничего не упало. Ну как не упало? Упал Витас, упал Абет. В принципе, и тот копии мне как бы, ну, теоретически нужны, но копию этой не поймал я вон, к сожалению. Походу придется еще круг лить. Иначе фейл. Вот. Писали, что в 21. Ну, да, я решил пораньше, да. Я предварительно писал. Обычно у меня стрим где-то часов в 11. Ну, получилось пораньше. Лучше пораньше. Привет. В принципе, ничего такого. Опа, ничего себе. Вот это да. Ого-гошки. Рецу упал. Прикольно. А Рецу у нас получается на этом одна копия в загашнике. По-моему, 4 копии у нас есть. Ага, 5-я копия будет. Ну, ладно. Это, кстати, герой у меня, к сожалению, без... Все, конец, погнали. Трансформится. Что-то быстро прям. Что-то быстро мы это залили. Ну, тут, блин, конечно, не мой VIP супер большой, чтобы там места было до хера. Поэтому придется... ну, придется посмотреть. Да, потом. Ну, в любом случае, описание скиллов мы еще раз поднимем. Если соберем героя Е4, получится его потестить, то мы обязательно проверим. Не знаю, что мне хочется вообще это дисмиссать все. Ну ладно. Тут корма-то хватает. Тут собирать-то некого. На твинах вот прям мне очень лениво что-то кого-то собирать. Вообще прям ленюсь очень сильно. Вот. Можно было кучу всякой мелочевки собрать, а хороших героев как бы не сильно получается собирать, ну и так далее, и так далее. Поэтому приходится тут извращаться немного. Так, тут у нас вообще что-то какая-то бабуйня творится, если честно. Угу. Ну пока что-то херово началось. Вон к нам мы уже сколько слили? 200 пива где-то, да, слили. А вон к нам не упал. Ну, упал Рецу, как бы, да. Ну, с другой стороны, нам нахер не нужен Рецу, потому что все равно мы его не соберем. Вот еще казак упала, дереза ненужная. Блин, хочется по это, слышите? Хочется по дисмиссу трешки. Вот. А если что там догнать этими? Угу. Пока, да, всякий корм падает. Ну, вот реально, все эти герои, они уже... Тут корм как бы он вообще не нужен нафиг. Тут собирать некого реально. Просто некого собирать. О, томат. Томат это интересно. Томат зачет. Хотя, в принципе, тоже как бы пофиг. Так. Что-то, блин, у нас быстро все это происходит, если честно. Мне не нравится. Слишком быстро. Я не успеваю сливать это. Тройки все вот эти вот. Раз. Два.
Блин, херово, вот, что это все рюкзак забивает. Сделали бы это, да? Чтобы оно в осколке. Вот было бы зачетно. Так, ага. Тут у нас пятак. Короче, не знаю, наверное, буду дисмиссать. Что-то мне не нравится все это дело. Что-то мне не нравится, хочу дисмиссать. А у нас получается по дисмиссу... О, давайте медальки томата еще заберем. Сейчас на дисмиссаем трояков. Так, ага, нормал. С дисмиссаем. Да и тех можно, наверное, дисмиссать. Вообще похер на них, если честно. Угу. Пока корм падает, из интересного упал рец и томат. Угу. Вот. Так, кормец опять элитный. О, вот это топ. Так, ну мы уже пипец быстро все, мы уже почти 5Х слили на самом деле. Херовый дроп. Что-то мне на моих хаках не везет мне сегодня. Так. Реально, мы сейчас уже чуть-чуть и уже будет 500 пива, а у нас еще вонг не упала. Это все как бы идет к тому, что вполне возможно мы на Е4 хер наберем. Посмотрим, конечно. Смотрите, ходоков сколько нападало. Жесть. Сплошное ходочо. Может, ходока даже в Е3 получится собрать. Приветы. Так, ну все, по идее, мы уже круг залили. Смотрите, как быстро мы слили круг. Офигеть. И хер упала. Просто за круг не упала. Херовый дроп. Сейчас тут теперь, похоже, оно выпадет она. Это, скажите. За гирлянду. Что-то народ жал. Вот реально, вот считай, Саше не упала, Илье не упала, мне не упала. Я не знаю, кто еще там лил, у кого с круга не упала. Ну, в Дискорде тоже писал, народ жаловался, что не упала, нифига. На каких-то твинах там упала. Но это, блядь, тоже твин. Араши, блин. Господи, это тоже нахер ничего не надо. Они просто желание съедают. Может убрать нахер ее желание? Уйди отсюда. Блин, а это тоже не надо. Непонятно, короче. Ладно. Вот, трансформить пора. Пора трансформиться. Трешки мы все дисмисснули. Давайте еще подисмиссаем, наверное. Ничего мне там не надо здесь. Так, у меня на эти... Ух ты, ё-моё, ничего себе. А, тоже дисмисс кусочек. И вот этих еще дисмисс чуть-чуть. 33. Пачку можно дисмисснуть. Так, четверки. Четверки надо покрафтить, наверное. Ух ты ж, ё-моё, нифига себе. Нифига себе там сколько. Вы это видали? Тут, короче, крафтить, не перекрафтить четвертаков. А, ну вот, тоже с круга не упала. Да, я говорю, что-то это они. Что-то какая-то херня происходит, если честно. Я уже даже не знаю, какие танцы с бубном сделать, чтобы, блин, спокойно за 5Х забирать копии. Вот. Это ж дичь творится. Блин, жесть. Жесть. Жесть, как она есть. Так, тут что у нас еще? Тут больше ничего нету, да, наверное? Коты у меня бесятся. Ты гдычит. Офигеть. Блин, ненавижу крафт. Ненавижу. Че, я смогу сделать еще одну? Смогу. Угу. Угу. Тут не получится ничего. Ну и ладно. Что у нас получится? 249. Ну, ок. Добрый вечер. Да я уже тоже думал брать желание, блин. Но у меня это... я поставлю, будет какая-нибудь сакура падать. Ладно, короче, это... Пока льем, там видно будет. Олин. Олин, кстати, можно в Е4 вывести. Блок что-то он начал сыпаться. Давайте одну десятку убирать желание, одну десятку добавлять желание, да? Как он такой? Как он такой лайфхакой?
Донат зомби? Да вроде есть, я его не отключал. Что, не работает? Кто-то донатил, что ли? 2, 3, 4. Ну или давайте по 50 пива там, я не знаю. 5. Поставим. Так, Блейз тут Е6, просто смысла нет. А вот Аой, в принципе, почему бы и нет. 2. Это смотрите, вот что это издевательство, что ли? Какой нафиг блок? Алло. Да, херово. Очень херово. Было опять без. Не, походу, блин. Я донатнул только ради зомба, говорит. А я не знаю, что за фигня. Странно, конечно. Надо будет это. Нет, у меня включено точно все. Сейчас проверю. Да, все работает. Все стоит. Я не знаю, почему. Странно. Не могу сказать. Надо будет протестить. Приветы. Так, я что-то забыл, сколько мы пива уже слили. А, ну хотя, в принципе, пофиг. Так, что у нас тут? Он уже этот светится. Подзалипон. Так, уберем. Ой, так вот. Да хер его знает. Ну, второй круг подходит уже. Вон уже 2 лампочки. Я думаю, еще 50 пива будет и второй круг. Скорее всего, так. Ой, блин. Кому-то с 1200. Так. Что тут есть, что скрафтить? Вроде есть. Давайте покрафтим. Да, видос не посмотрел, ритуал не выполнен. Да все это херня, блин, я не знаю. Вот реально такое ощущение, что просто надо время выбирать правильно. Или сразу все не лить, я не знаю. Вот, короче, дичь какая-то. Посмотрим, ладно. Пока херово, да. Меня вот удручает, мне на самом деле вообще похер, меня просто удручает то, что не получится собрать. Вот и все. Я хочу посмотреть, как этот скилл работает. Мне вообще похер, будет на этом версии Е6 этот герой, не будет, вообще пофиг. Это просто твин. Вот. Но, как говорится, ради эксперимента, да, это все, вот это интересно. А вот и Даня. Привет, Дань. Здравствуйте. Короче, блядь, бесит. Бесит, бесит. И самое главное, они не собираются систему менять. Они считают, что все, как бы все их устраивает. Блин, тут нету, тут до конца нету. Не, ну по одному. Но я сегодня по одному 500 на мейне слил. У меня ни хера ни одной копии. Это все это херня, блин. Все это херня уже проверено. 20 раз. Да это тоже все херня. Я тоже смотрел, блин. По логах вот давно, вообще давно. Я вот не вижу. Вы видите вонг? Я вот не вижу. Не вижу. Все это тоже херня. Все это херня. Посмотри видос, тыкни в нее пару раз. Давай, тыкай 2 раза. На 2 раза тыкать, да? Давай, раз. Сейчас по-любому упадет. Ой, блин, все это херня. Короче, время жалко, надо сливать пиво. Меня больше напрягает крафты вот эти все и прочая херня. Надо тоже четверки эти, блин, бесит. Не хочу я крафтить. Не хочу. Солью четверки. Все, отлично. Блин, все равно не отлично. На самом деле. Нифига себе. Давайте еще так сделаем. Все равно там, кстати, надо это набирать медальки. Если я планирую забрать и того, надо медалик. Угу. Давайте все дисмиссать, да и все. Че мы это в натуре? Да я вам говорю, с гирлянды выпадет или раньше. Такое ощущение, что будет ситуация, как... Да какой через форвард, блин, вот... Бля,
Ай, блин, ну не нужный этот дроп здесь, не нужный. Не нужный, пожалуйста. Желаний, кстати, нету никого. Да кого, бля, нахер нужны? Разрабы, блин. Вы просто понимаете, что у нас нет разрабов здесь. В этом вся проблема. Некому писать. Некому писать. Некому. Некому писать. У нас нет связи с разрабами. Вот это просто надо понимать. Единственная связь с разрабами обеспечивает Галахер и там еще, не знаю, пару каких-то раков в Фейсбуке. Все. И у них нет никаких прав. Они вообще не обладают ничем. Понимаете? В этом вся проблема. Им тут пишешь, говоришь, там выходит герой, дайте герой. Нет, через месяц. Нахер он нужен через месяц уже тестить? Через месяц я вот по своей схеме, у меня практически через месяц также появляется герой с чеки. Я уже на тест аккаунт вообще не захожу. В тильте. Ага. Я на тест аккаунт вообще не захожу, он нахер сейчас не нужен, бесполезный. Просто. Я перестал им что-то писать, там просить, там единственное желтый заходит и посматривает там что-то. Мне вот вообще срать. Ну то, что там ничего нет. Я первый и последний раз у них тогда, когда камни новые вышли, я попросил, говорю, дайте, пожалуйста, камни, да, сделать мануал. Они говорят, нет, нельзя. Я говорю, ну понимаете, говорю, что я мануал, чтобы там народ и все такое. Они говорят, нет. Типа, мы, говорит, мы все понимаем, но нам не разрешают. Понимаете, нам не разрешают. Они никто и звать никак. Все, конец. Поэтому что-то, ну сколько давно, Антон? 38 минут идет. Ну там минут 7 музычка вначале играла, там народ собирался. Полчаса, короче. Блин, давайте перезайдем. Да что только перезаходить, уже понятно будет дело, что будет гирлянда. Это... Что я хотел сказать? И забыл. Что-то хотел сказать и забыл, да? Я в том плане, что бесполезно писать какие-то там пожелания, хотелки. Вообще пофиг. Это пофиг. Просто пофиг, понимаете? Они, эти товарищи вообще ничего не решают. Вот в этом вся и проблема их. Опять у нас просит апгрейд. Трансформим. Так. Дисмиссаем. Так, дисмиссать тут особо нечего. Давайте так дисмиссим. Да. Чуть есть. Вот я вот этих сколько тут. Да, сразу появится, конечно. Четверки. Надо будет покрафтить. Кстати. Вот, поэтому там вот эти вот все базары там дешевые, когда там пишут что-то типа вот там сделайте то-то, сделайте это. Ничего не будет сделано. Будет только сделано, что выгодно им. Тем более, как бы, ну, наши это вообще не котируется никак. Наши серваки. Вот. Так. Ага. Погнали. Ну, я решил, мы заберем эту копию без гирлянды. А потом включим гирлянду. Блин, скотина. Упала без гирлянды. Ну, фиг его знает. Вот до гирлянды не тянули. Давайте ради интереса сколько посмотрим, да? Она упала на гирлянде. Слышите? Она упала на гирлянде. А гирлянда, видели, не была заполнена. Странно, да? Или она... или может она там была последняя лампочка, а потом надо будет видео потом посмотреть. Может как раз она вот на 1200 пиром. Какой пиар, Андрюха? Какой пиар? Для кого пиар? Для евроигроков? Вот просто. Для кого пиар? Нас тут 3 коллеги играет. Сервер открывается раз в неделю. На серваке играет по 30, ну там 50 человек. Мелкие мировые. Я тебе скажу в Китае что. А в Китае сервер открывается новый каждый день. И на каждом серваке у них, блин, по 200 человек стартует, по 300. И на каждом серваке у них по 2-3 дона уровня Мавада или какого-нибудь Крисера играет. Чего тут вообще? Это просто вот неуважение разработчиков к нам, игрокам евро.
доказывает доказывает вот эта вот лига, которая говнолига у нас внедрена, посмотри, как работает. В Китае ее нет. Доказывает экспедиция, которую у нас внедрили, а у них ее месяца два не было. Доказывает вот эта вот нора новая, которую у нас также внедрили, и у нас месяца два было, в Китае ее не было. Вот и все. Какой пиар? Это просто забейте. Все, и просто надо как бы, ну, проще относиться там, и все, это, ну, что-то ждать. Я вам больше скажу, сколько я сделал, да, для игры, там, и всякие стримы делаю, там, и всякие мануалы, и в Фейсбуке, это, модеры. Че, вы знаете, что они выслали? Спустя 2 месяца они решили, а может как-то поощрять тех, кто нам помогает, там, и выслали мне 300 пива, три этих, как его, 3 квестовых конвертика, 2 жетона арены, ну, два пива там и 300 алмазов. Вот и все. Огонь. А вы говорите. Так, ладно, все. Короче, минутка ненависти подошла к концу. Погнали дальше. Добавляем вонг. Ну и погнали. Угу. Мы же хотели через это, да? Точно, да. Давайте. Новая гирлянда. Ну, вот даже в принципе надо прикинуть. То есть сейчас 1200 слито, а если еще 1200 будет, это 2400. Итого 4 копии. Что я запутался? Ну в худшем случае, кстати, 6 копий будет. Все. Оно скорее всего так и будет, похоже. Не знаю. Да, все, это вообще голяк, я вам говорю. Даже вот тоже это 300 пива, 300 алмазов, простите. Да. Что я хотел сказать? И забыл. Слышите? Вот тоже, кстати, к примеру, когда было дело с фармом генов, да, когда экспо только запустили, там вот это все было, вот это вот, как они кучу игроков там, да, почикали за то, что типа они фармили там гены. Это все. Чикали Ваню там, да, чикали там этого брейкданса с его сервера там. Вот. Миро почикали. Вот. И все, им похер. А из-за чего? Из-за того, что дончики, которые бабло тратят, они пожаловались, понимаете? Они пожаловались. Ой, мы. Короче, да. Еще одна араша, посмотрите. Чем мне тут араши собирать? Араша съедает желание. Может арашу убрать? Будет падать вонг. Трансформ хера. Так. О, зырьте. Что получилось? Тут еще можно добавить одну какую-нибудь балайку. Так. Тут перчик отпаем. Скрафтим. Избавимся от 4 этих. Ой, тут, смотрите, даже ужас. Добралось этими. Так. Ё-моё, я забыл галочку поставить. Тройки какие-то это наделались. Нет, это не показатель вообще. Это не показатель. Я 2400 пива на Малтеэля залил. И скажите. И 4 круга снял. И таких много, и не один. Нет, это рандом, не более того. Не знаю, там звезды как-нибудь лежат, там, не понимаю. Вот. Все это забей. Моника. Макс. Ну, можно это, слышь, Султанчик, можно тебе еще одну араши собирать, как считаете? Что-то 2 араши, мне кажется, неплохо. Вот у Султана много пива было, он слил 4 круга, собрал Е3, достойный результат. О, нифига себе, смотрите.
Виш сработал в этот раз. Быстро очень. Че, выключаем виш? Как договорились, да? Виш на виш. Так, слушайте. У нас 1456 пива осталось. В принципе, давайте посмотрим все-таки. Сейчас. Гифт. Инвайт призы. У нас закрыто 1500 пива у нас закрыто, да? Гирлянда 2700. Ну, в принципе, можно будет чуть больше слить. Какого рандома? Ты про чё? Так, ага. Ну, через сколько вот вонг упала? Одна вонг, да? Тут еще, наверное, вонг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Через 25 где-то. Ну ладно, погнали. Ой, что-то все три троечки. Ага. Надо, кстати, будет покрафтить что-нибудь. Наверное, да? Как думаете, вонг в инвентаре призывает другие вонг? Ай, жуть. Писец. Короче, да. Так что вот. Такие вот разговоры там про то, все, третье, десятое. Вот. Надо как бы меньше заморачиваться с игрой. Тогда будет играть в свое удовольствие. Да и все. Вот еще один комплект армора. Жопочка бы упал лучше, кстати, на самом деле. Жопочка нужна. У тебя жопочка быстрее рецу выйдет, да? Или не помните? Бррр. О, бомба. Вау! Смотрите, кто упал. Сканер. Также, да, прикол, вот, к примеру, да, вот эти вот осколки всякого говна элитного РСного. Там герои застряли, сами знаете где. Вот. На уровне на каком? На уровне игры двухлетней давности. Что за джинсы? Какие джинсы? Лукасов? Каких Лукасов? Что такое Лукасы? Лайкасы? Лукасы? Джианны. Ну, так, еще вон мне... Блин, надо, короче, это будет скоро пяточки, похоже, крафтить, потому что... А давайте после одной гирлянды добавлять и желание после другой убирать. Как он такое? Так, что он там говорит? Это надо дисмиссаться, да, опять? Ну, всем везет по-разному, да. Я тоже за 10 пива убивал, бывало. Но это не отменяет того факта, что... Не отменяет еще того факта, да, что гирлянда все это херня полная. Что шанс, к сожалению, не повышается. Вот, что просто гребаный рэндом. Жопчик. Жопчик это Лореаль. Или Реаль. Это жопочка. Давайте нафиг все четверки. То у нас это. Угу. Не, ну Араши прям насыпала душевно. 2 штуки. Жопчик. Так, у нас одна лампочка горит, да? Опять Олин, смотрите. Олин любит нас. Кстати, до сих пор Олин десятка, хоть вывести его надо будет. Что-то попросил гирлянда, да, загорелась, по-моему, надо добавить. Добавляем. Сакура. Уф. Что-то сцилла тоже, да, нападало? Мне кажется, 4 или 5 сцилла уже падает. Что почему? Почему? Что почему? О, желание сработало. Монстр желания. Хотя лучше мальт бы выпал на самом деле. Лучше бы выпал мальт. Ну, монстр в принципе тоже неплохо. Как бы пойдет. Не знаю зачем. Я тут монстров вряд ли соберу. Тут уже и так 8. В принципе, для выполнения текущих задач этой 8 хватает. Вот. О, слушайте, мы уже 2000 пива почти залили, да? Ну.
Что-то я запутался. Где, блин? Да, слушайте, у нас уже 20-ка. Ну вот, ладно, что мы это. Так. Секреты. Нам надо же пак брать, да? Правильно же я говорю? Или нет? Надо же брать или не надо? Надо. 1000. Итак, взяли мы 5-й круг. В принципе, мы все рассчитали. Мы на Е4 выходим. Вот. Так что можно спокойно делать Е4. Угу. Так. Что-то опять пропустил. У нас гирлянда вот это загорелась, да? Мы сейчас добавили желание, да? Насколько я помню. Что-то. Ну да, сейчас желание. Ага. Так, 2 копии нам упало. Нам надо еще одна, получается, и все. В принципе, вопросов больше нет. Так что вполне возможно мы ее и на гирлянде возьмем. Так, вот эту всю дичь опять мы дисмиссаем. Хорошо дисмиссать, когда крафтить не надо. Вау, 26 уже. Офигеть. 26. Угу. Блин, господи. Угу. Так, продолжаем заливаться. Бум. Ту-ту-ту-дыщ. Ты-ты-ты-ты-дыщ. Ты-ты-ты-дыщ. На самом деле, слава богу, у меня для крафта там все готово. Там только этого Цезаря разобрать надо будет, и все. Вообще изи каточка. Что-то я забыл. О, гирлянда одна загорелась. Давайте уберем. Ага. Продолжаем непонятно что делать. Бам. Мне ниндзя хочет ливануть 3 круга. Вот, потом чекой забрать. И, блин, я смотрю вот на этот говнодроп. И вот как человеку говорит. Ну давай, лей. Титька. Угу. Титька. Что-то в этот раз какую-то говноджиану, кстати, да, заметьте, герои подкинули. Вообще, бичи это заэтовали. Что-то опять запутался, блин. Опять лампочка загорелась. Че, у нас фонтан, кстати, никакой. С другой стороны, герои без фонтана же выпадают, да, у нас, насколько я помню. Они могут в любой момент выпасть и подать. О, отлично, супер, ребят. Ну все, мы забрали последнюю копию. Слава богу, лишнее пиво лить не надо. Как раз на желание. Смотрите, я желание поменял, и это. Мне последние копии нападали в самом конце. Охренеть, блин. Фу, это, наверное, бог, короче, этот услышал. Бог. Бог зомби-страйка, да. Угу. Так. Да, вот так вот смотришь на эти стримы и думаешь, ё-моё, лить-то надо, походу, 4 круга. Вот-вот. Про то и речь. Да, Димон, тебе надо было всего лишь зайти. Согласен. Господи, опять это... Что-то не понимаю, я же ставлю дисмиссать все трояки. Что за это вообще за дичь? Тю. Бомбочек, да, тоже, кстати, нападало, да, ребят? Заметьте, вообще так душевненько. Блин, жалко, получилось только Е4. А вот Е5 бы могло бы быть. Ну, Е5 нам точно не светит, к сожалению. Это же с этим ничего не сделать. Е5 нам не светит. Так. Ух, Сакура, смотрите, нападал. Ну, штуки 3 точно, да?
Штуки 3 точно. Да вот оно всегда так, одной копии не хватает. То одной, то не одной, блин. Обидно. Такая вот обидочка, опять сцилла. Ой, господи, господи, остановитесь, остановите корм. Пожалуйста. О, еще один корм. Еще и желание, сука, забрал, скотина такая. Я только не помню, это Ланнистер Е6, наверное, да? Что-то я это вспомнить не могу. Ну-ка. Ну да, конечно. Нахер ты бы сдался бы, Ланнистер. Чуть-чуть осталось пиво слить. По-моему, последнее пиво уже. О, еще один ходок. Может, ходока получится, кстати, собрать. Да, все, конец. Конец. Забираем все копии. Вот это все. 5 копий мы получили. 3 загашники. 70 чеки получилось. 5 кругов. Ого, ого-го. Так. Ну что, в принципе, тогда можно собирать, я думаю, да? Так, ох, нифига, у нас еще 8 копий Джианы на арморы мы пустим. Так, по рюкзачку, что у нас там? Места нет. Опять надо всех удалить. Удалим. Удалим всех. Собираем вонг, начинаем тестить. В принципе, мы лихо идем. 57 минут. Мы уже слили 2, сколько получается? 4-5 кругов пива. Да. Так, ну ладно. 5 до 5. Угу. Вонг, вонг. Так, все, можно это... Все вот это вот тут. Собираем 5. А у нас что там, кстати, получается? Мне же нападало... Кого там много? Ходаки там, да? Ходаки 4 штуки. Что у нас тут есть? Значит, блин, 4-6. Одного ходака не хватает, кстати. Что в Е3 загнать. Ну ладно, пофиг. Так, все, тут в принципе все готово. Собираем чисто вонг, собираем... Ну и это... Кормежку наводим. Вау! Вот тут одна. Угу. Все, погнали. Что-то, кстати, я думал, в обнове добавили быстрый крафт, и что-то вот нифига он не добавился. Как осталось. Я не знаю, что они тут сделали. Вот эти штуки ввели, что ли. Что-то бред какой-то. В плане ложить. Чего ложить? Куда ложить? Куда ложить, чего ложить? Сколько надо? Сколько тебе требуется, столько и ложишь. Хочешь, ничего не ложишь. Хочешь, ложишь. Какие цели ставишь перед собой? Так. Угу. Тут я, кстати, еще насыпал. И чейзов насыпал. Ух ты ж, е-мое. Так. Ну ладно, вот это говно. С этого говна сделаем. Все равно тут красных нету практически. Да вообще похер, блин. Да, понятно, все равно моя еще душа Плюшкина все-таки, как бы думаешь, такой, блин, элитку сливать и в Е3 можно собрать. Думаю, в такой. Блин, с другой стороны, вообще похер. Вообще похер. План выполнен по стриму, да и ладно. Так. Минутка ненависти, да, подошла к концу. Так. Ага. Так, надо это... сделать. Ох, блин, красных сколько. Хотел сказать, красных нету. А красных-то вообще не имеет. Блин. Блин, это фейл. Как так-то? Чё, ё-моё, я же думал, я забыл, блин. Тьфу ты, твою медь. Ладно, ребят, придется немножко покрафтить. Чё бы не хотелось, но придется. Так, а чё у нас тут? Гнуры какие-то. А, кого-то скрафтить. Блин, короче, этот... На разбор приготовил, и в итоге он такая вот херня случилась. Так, тут у нас что? Тут каша. Вот из этих сделаем сейчас, наверное. Либо на спайков каких-нибудь. Угу. Так, вау. 2, 3, 4. Так. Раз, горгона упала. Так. Ага. 2. 2.
Тут блоков, кстати, еще до хера на этом маке. Но этих тоже, в принципе, не... 3. Так. Сейчас быстренько 9 соберем. Блин. Так, так, так. А музыка играет там вообще, кстати? Что-то я не слышу ничего. Как будто играет. Непонятно. Так, 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 так. Не-а. Блин, без музыки как-то это. А сейчас играет? Ну, блин, лучше тогда. Ну, в этом-то вся и мулька, что... Нет, так не будет. Никогда. Ну, в плане... Так. Ну, в плане сильно тихо, очень тихо. Давайте, давайте, вы будете у меня этими. Вы будете диджеями у меня. Ну, сейчас чуть погромче сделал. Так, все. Это ж фон. Даня, ты не успел, тут мне вывезли это, что у меня тут дискотека. Так. Все, у нас корм готов. Отлично, все, спокойненько собираем даму с собачкой. Я копаюсь на помойке как червяк, ну да. А у меня, кстати, на этой неделе на работе это ретро была дискотека. Так, ну в принципе все. Так, гены выставляем. Я думаю, ХП. Вот этот вот скилл, который вешает всякое поля постоянно в каждом раунде. Тут, ну я не знаю, блин, тут герой как бы саппорт, базового крита у него нет, но с другой стороны у него техи дают крит. Вот эта херня вообще не работает без этого, считайте. Не знаю, ну, давайте крит возьмем. Все-таки у него урона 500к. Ой, 500 урона, как бы неплохо. Так, ну и самый главный ген. Так, все, быстренько прокачиваемся. Быстренько качаемся. Чего можно еще? Андрюх, ты про чё? А некоторым нравится крафт. Я не знаю кому, но есть такие. Так, чуть-чуть осталось. Раунд! В этом все дело, Даня. Каждый раунд. Каждый раунд. Это, блин, видно вообще-то в видео, которое я скидывал вчера с норы. Она каждый раунд вешает, блин. Вот, в начале раунда. Так, да блин, писал я им. Вот, кстати, один из примеров. Я про быстрый ап написал вот этим вот рачкам в Фейсбуке. Написал, говорю. Вот я говорю, я даже, ну, то есть как бы тупо не прошу там, там, не знаю, какую-нибудь там сделать халяву, а просто, ну, для удобства написал. Вот есть идея там для удобства.
Вот я им написал, сделайте быстрый баф с кнопки. И сделайте, пожалуйста, в трансформе вот эту вот херню уберите. Сделайте, чтобы сразу там добавить 4 этих, да. Ну вот эти рудименты отставить. Зачем вот здесь вот одного добавлять, если все равно сейчас могут левый. Ну, короче, до сих пор боссы ныне там. Всем похер. Так. Вонг мы апнули, да? Делаем камушек. Не знаю, давайте камушек на хп сделаем, наверное. Или на скорость, в принципе, там плюс-минус одинаково. Давайте с чего начнем. Что первый выпадет, там хп или скорость, то оставим. Вот тоже, блин, накаляет. Угу. 700 атаки. А, за фон? Странный, конечно, баг с этим фоном, если честно. Ну, вообще каменную атаку. Ха-ха. Ладно. Конвертим. Смотрите, не падает, да? А, ну вот хп первым выпало, ну и ладно. Господи, лишний костюм убиков. Блин, надо красный, наверное, одеть. Убики-то точно не в тему. Блин. Есть красные костюмы? Тут контроль. Господи, о, красный костюм, отлично. Так, только единственное, какой артефакт накинуть. Ну, скорость нам точно нет, кстати, смысла, по идее, делать, потому что, блин, она еще и 4 к тому же. Так, наливка нам нужна, оставляем. Так, тут что у нас есть? Что, у меня есть шлема еще? Есть маска, кстати. Ой, это вуаль есть. А что, у меня шлемов, что ли? Один шлем? Вы что, издеваетесь? На этом маке один шлем, зато сапог 3 пары. Ё-моё, блин, дожились. Ну, блин, что, придется одеть этот вуаль. В принципе, что, это пригодится. Будем тестить сейчас. Угу. Пиу-пиу. Так. С чего начнем? Ну, не знаю, давайте куда-нибудь пойдем. Блин, тогда этому перцу придется тоже что-то одеть. Ну, ходи с ботинками. Тогда, блин, слушайте, надо на этом маке этот, шлема сделать. Пойдемте начнем с ПВЕ, наверное. Закончим ПВП. Итак, у нас получается Блейз. Блейза долбанем. Я специально босса сегодня не бил. Посмотрим, как оно будет. О, слушайте, погодите, раз мы уже это закончили сливать, я сразу тогда это сделаю правильные вещи. Я тут же на этом аккаунте хер знает сколько жил с мальтом Е5. Сейчас сразу сделаю мальта или то бедняга, он живет у меня, блин. А, блин, слушайте, да, точно, вот еще, кстати. 500, ну это по-любому забираем. О. Пиу-пиу-пиу. Забавно, да? Будет со скинчиком. Диана, тут и все такое. Тут, кстати, 10-ку надо сделать, кормовую. Будет. Еще и могилу, кстати, получится забрать. Так себе скин. Короче, какую-нибудь мутантскую пачку здесь замучу с Дианой. Так, ага. Угу. Че, мы хотели ПВЕ, да, начать? Для этого сейчас Малтаэля надо в Е6 вывести, можно начинать. Так. Трансплантации центр. Тут тьму еще по старинке. Ну ладно, раз тьму будет, тогда жрать энергию у нас. Ага. Так, готово. Погнали на босса. Так, забуриваемся на босса. Посмотрим, как нас будет спасать именно от фатальных уронов, от рефлекта, да.
То есть у нас тут таки. Мы сейчас сделаем что? Мы сейчас вот так вот сделаем. Блин, тут вообще супер хилка. Но Молтейль это нахер не надо. Давайте вот возьмем вот этого парю. Так. Ну, Витас, я думаю, так сам, да, выживет, наверное. Пусть вот таза лечит. Ну, или если что, таза потом берем. Сейчас посмотрим, как оно будет. Вот, смотрите, да, начало раунда, получается, она токсин, получается, накинула двум. Оливии и это. Вот еще, сейчас вообще он, второй раунд еще больше. Все, сейчас все в полях, все в токсинах, не в токсинах, говорю, в этом в гамма-поле и прочего. Сейчас начнет момент такой, да, что таки будет самоубиваться. Я просто не понимаю, смотрите, О, нифига себе. Рефлект-то не спас, он сдох. Он сдох. Он сдох. А у него был? Что-то я пропустил этот момент. Давайте сейчас это... Без таки вообще мало будет урона. 473, вообще смешно. Сейчас давайте еще раз попробуем. Все-таки этот момент пропустил. Он под хилкой, все нормально. От рефлекта не спасет, что ли? Хотя, по идее, спасала. Странно. Ну ладно, давайте смотрим. Так, бедняга. Было, да? Сейчас будем за таки смотреть. Вот, есть у него. Отлично. По идее... Так, надо разобраться с механикой. По идее, он должен пропасть. Может, тут несколько ударов считается. Тут есть еще пока. Так. Я вот за таки пристально смотреть. Ну, смотрите, у него нету поля на нем. На остальных поля есть, а на нем нет. Ничего не понимаю. Вот сейчас поле на нем есть. Сейчас поле есть пока. Просто описание скиллов кривое может быть. Вот, смотрите, да? Поле пропало, но он живой. Вот сейчас у него ничего нету. Но мы уже 10 раундов простояли. Уже 10 раундов. Вот, все. Сейчас не было ничего, он сдох. Погодите, смотрите, то есть там получается все-таки этот ген немножко не так работает. Не просто должно быть, или просто кривой перевод. Короче, призма поля должно быть. Оно блокирует урон. Фатальный. Оно блокирует фатальный урон. Ну, мы сейчас еще проверим. Я думаю, оно работает именно так. То есть, получается, у нас Е4 ген, ну, как обычно, видимо, скривили с описанием. То есть, да, написано, когда именно гамма-гормон, типа, написано. Но это не так. Мне кажется, вот это поле вот, который барьер, принц-барьер, он поглощает атаку, и в данном случае оно исчезает. Но это, потому что, ну, баф постоянно будет. Это было бы слишком жирно. Тут, видимо, все-таки барьерчик нужен. А барьер у нас, что написано? Барьер у нас написан на начале раунда, у которого есть гормон. То есть барьер будет на второй раунд, получается, где-то там, плюс-минус. Ладно, давайте пойдемте в тупичок сходим. Так, тупик у нас хаос, надо даже лупить. А, нет, не хаос. У нас надо лупить зло. 15-е уже. Ну ничего, мы сейчас тут добавим всякого. Посмотрим, что из зло тут получится. Ну, она уже это. Вот у нее проблема реально с этим. Скажите, с... Вот сейчас смотрите, сейчас у кого есть гормон, они получают поле. Это 2 перса. Вот мы сейчас перволевельник. Вон, видели? Перволевельник. После удара Акаши, первый левел после удара Акаши не сдох, потому что у него поле было.
Смотрите, вот смотрите за первый левел. Вот у него поле есть, так? Видите? Он должен от любой плюхи сдохнуть от этих мобов. Блин, он до сих пор с полем и живет. Вообще огонь. Я ржу. А ну-ка. Блин, там сало висит вообще жесть до сих пор. Акаша не может ультануть, мы не можем проверить. Жуть, реально поле писец уже сколько. Не, блин, сдох. Но этого же нету. То есть, получается, должно быть две составляющих. Так. Так, у него, вот смотрите, у него есть баф и поле. Вот, сейчас вспышка сработала, у него баф слетел, все, понятно, короче, как работает. Смотрите, получается именно вот этот E4 фишка как работает. Мы имеем баф, да, который вот висит, вот здесь вот он показан, да, это баф именно вот этого поля гормона. И сама призм барьера, он сверху. И вот когда вот эти два условия совпадают, и если прилетает фатальный урон, пропадает этот значок. Именно баф слетает. Надо все одновременно, чтобы было все. Да, и гормон и барьер должен быть, чтобы сработал эффект скилла S1. Но в принципе это не сложно. Барьер он в начале каждого раунда получает. Бедняга. Вот, смотрите, у нас с барьером. Ну, блин, тут слишком толстые эти. Фатальный урон вряд ли получится. Да, надо эту спрятать на второй ряд. О, нихера себе, я еще убил. Офигеть. Вы прикиньте? Жуть. Так вот сделаем. Короче, понятно. Все понятно. Все понятно. Вот, опять сработала тема эта. А Е2 работает стабильно, как бы вообще вопросов нет. Вот. Вот смотрите, да, вот смотрите, Блейз с полем и с этим, скажите, и с гормоном. То есть барьер и гормон у него есть. И по идее вот сейчас эта штука защитит его от фатального урона. Будет вспышка типа. Господи, что тут происходит? Опять Витян всех. Почему? Нет, Реций ББ. А с чего бы не ББ? ББ еще как. Вот это условие сделать вообще никаких проблем нет. Жуть. Вот все. В первом раунде он никого все равно не убьет. В первом раунде он никого не убивает. Он максимум плюху даст и все. А во втором раунде уже полпачки будет с этим полем и с барьером. И все. Этого достаточно, чтобы спасти. Даже Реций сейчас не имба. У нас он вьет без Реция, команда с Рециями шпокает у меня. Потому что он наловчился, у него там Гаргона, у него там Мосра. Вот это вот комбо, которое я на канале писал вчера, Мосра плюс Гаргона, как выяснилось, это вообще нереально жесткая комбо. А Реций самоубивается об хилку Гаргоны, об этот уворот. Это пипец жесть. Да не положит он ряд. Да не хватит у него силы, как он положит ряд. S1 ген, он не положит ряд. Никак. Не знаю, я не видел, чтобы Реций положил ряд, нужны некоторые условия. Ну, в плане, даже если без S1, ну, грубо. Во-первых, надо, чтобы он ходил не первый. Его должны налупить, ему поле сделать. Если он будет первый ходить, у него просто поля мало будет, и там урон не сильный будет, к сожалению. А так, если он накопит урон, если у него не сожрут энергию, если его там, блин, еще что-нибудь, какую-нибудь херню не сделают, тогда да. И опять же, S1 ген спасет. Он никого не положит, а на следующий раз будут уже поля всякие. Вот. Ну, не знаю пока. Как-то что-то это интересно смотрится. Так, ну, в принципе, с этим геном понятно все. Сейчас мы еще в PvP потестим. Мы сейчас PvP попозже потестим. Так, с PvE разобрались. Давайте вот в башню, кстати, зайдем. Тут какой-то уровень есть. Я не знаю, давайте здесь добавим где-нибудь. Не, он не ложит. Нет, это
все фигня. Так, тю. Нейротоксины эти еще все, блин. Жуть. Жила долго. Музон. Музон есть музон. Все равно я не понимаю. Блин, не, ну тут по-любому надо, кстати, энергию делать, чтобы первым ходом, ну, в норе. Я сейчас, наверное, так и сделаю. Вот, смотрите, поля. Вот сейчас поле ушло. Баф еще висит, кстати. Прикольно выглядит. О, ничего себе, вы представляете? Я еще уровень прошел, прикольно. Ага. Так, надо все-таки на энергию ей вернуться. Надо палку ей дам. Сейчас сейчас мы в нору пойдем. Мы сейчас пойдем в нору, посмотрим, что умеет герой в норе. Хилка у нее вроде есть. РД 40 с ракет есть. А ульту нам, если мы ультуем, что делается? Она на себя накинет, короче. Не, так, а если она на себя призму накинет, если соло? Мне вот интересно просто, давайте посмотрим. Просто если она соло на себя будет призму накидывать, то вообще нет смысла никакого. Тогда палку одевает. Лучше какой-нибудь вуаль реально одеть, да и все. Сейчас посмотрим. Что-то я пропустил этот момент. Было же, да? А, ну да, есть, все нормально. Пиу. Смотрите, пурифается в конце раунда, и все. Я вообще не понимаю, как работает пурифай гребаный. Вот просто по какому принципу он работает? В начале раунда он пурифается и все. Почему? Потому что гармония есть это. Гармония, играть гармонию. Касочку или вуаль, думаете, да? Не, ну можно попробовать. 70 РД, да, мне тоже нравится 70 РД. Ну, знаешь, каску оденем. Каска просто одна. Пиу. Блин, ну вообще нереальная живучесть. Просто нереальная живучесть. Жесть вообще какая-то. Тю. Иначе убивать умудряется, вы понимаете? У нее еще урона хватает убивать. Тю. Пиздец какой-то. Это из-за того, что нейротоксин, видимо, который наносит, ну, дебафик вот этот, который висит, который наносит урон от ХП. Бля, просто жесть. Просто положил. Ладно, мы идем в нору. Это так чисто было. Короче, мы подумали, да? Че, Дань, говоришь, каску, да? Ну, давай каску оденем, че? Оденем каску. Блин, реально тут, короче, какой-то каска-аккаунт. Плохо ему. Каску. Так, подожди еще раз, блин. Мы, если начинаем, мы сразу барьер у нас будет? Или все-таки энергию надо бомбануть? Что-то момент пропустил. Да, барьер есть. Да, слушайте, все нормально. Этот ген рабочий. Ген рабочий, все, мы еще убили разочек. Так, погнали в нору. Пиу-пиу-пиу. Блин, ну она вообще секас. Кстати, вот этот скин говно. Вот этим будет. Так, кстати, у меня тут на этом маке, короче, тут вообще же скач с техами. Давайте подкачаем саппорт. Сейчас вот саппорт тут резисты всяких атубиков. Сейчас тут накачаем хотя бы. Блин, у меня водичка закончилась, ребят, представляете? Надо за водичку сходить. Так, ресист от контроля тоже сейчас. А, от обороны, кстати, тоже надо. Там желание строить. Сейчас медведи появились, бля. Так, атаку, ладно. Короче, все резисты на саппорт выкачаем. Так что, вуаль одевать или каску? Давайте определимся. Господи, вуаль все-таки. Ладно, каску тогда Витяну накину. В принципе, этот у меня как неплохой для норы. Я им 20-ю нору буранул. Но сейчас не хожу, потому что ну жопа полная. Тут супер бурильщиков на аке нет. Если Вонг поможет бурить на этом аке нору, будет очень приятно. Так, одеваем каску. Одеваем тому паре. Ой, каску. Тьфу, блин. Так, якорь у нас. Якорь. Где у нас якорь? Якорь у кого? У кого якорь? Оло. Якорь, ты где?
Ну, якорь Блейза вообще. Какого хера? Что, кстати, у него делает? Так. Какое голосование? Что-то упустил этот момент. Что за голосование? Блин, слушайте, ну реально тут шлемаков нет, жопа какая-то. Так, ладно, заходим на ру. Заходим на ру. Миссия у нас. Ачивки тут какие-то есть. Так, надо миссию сейчас крутануть. Так, камон мерчант. Вот это вот говно всегда убираем. Ой. Вот это вот пойдет. Вот это вот ресетнем. Лаки вилл, отлично, идеально. Так, Enter. 15-я нора. Так, ничего не забыли, одели же всех, да, вроде? Витаса одели, комар одет. Так, ладно. Она, кстати, должна эту, кстати, Монику шатнуть, мне кажется, не? Как думаете? Блейз. Ой, Витян. Блин, надо придется каким-то пожертвовать. Блин, а вдруг она Монику не шатнет? Риски есть, да? Не хочется 15-й левел Карачун словить. Давайте таки возьмем ее. Таки давайте возьмем. Погнали. Ёп. ПРСТ. Ну в принципе у нас тут комар. Все, рабочая схема. Так, берем атаку. ХП жалко брать нельзя. Ну, давайте смотреть, да, как она будет. Блин, какого фига я скин сделал? Вот все тут ок. Это писец какой-то. Я говорю, вот этот еще дебаф просто карает жестко. Го Facebook говорит, создатели застрем. Я что-то не понимаю, почему ты в мужском поле разговариваешь. Так, блин. Представляете? Ну, тут это вообще нормально. Ну, что делать? Пускать Витяна? Ну, Витян вроде выжил. Ну, это жестко. Сейчас тут еще жопа какая-нибудь будет. А, нет, все ок. Так, что, на 4 забуримся? Не жирно будет? Ладно, пофиг, давайте на 4. Че мы, господи, мы же тестим вообще по барабану. Мы же должны понять всю мощь. Она двоих, получается, бьет. Вот, у нас сразу Purify. Ну, поле аналогично, говорю, как у... Это, скажите... Как у Араша. Просто она еще пурифается в начале хода. И вообще срать на все. Но хилки... Вот хилки мне она интересно будет убивать. Там габр всякий. Блин, вообще развалила по изичу. Просто не напрягаясь. А что у нас там было? Наверх идти там. Так, идем дальше. Тю. Жуть. Еще и сало вешает. Это вообще писец. Сало просто, смотрите, работает на ура. Этот токсин, он просто уничтожает. Просто уничтожает, ребята. Это вообще жесть. Выглядит прикольно. Ну, в принципе, я прогнозировал, что она в норе должна быть неплоха. Ну, блин, мы тогда еще не знали, как скиллы до конца работают. Тут мы уже видим, как они работают. А давайте хилку сейчас. Тут у нас еще хилку зарезает. Не, вот это... Я просто не понимаю, почему Purify в начале хода, вот каждый ход. При каких условиях, вообще непонятно. Когда призмовый барьер есть или нет. Вот как это вообще работает? Это балалайка. Ну, уроны у нее, конечно, не жопа, но достойный. И вот этот Purify в начале хода просто всех контрольщиков здесь вертит. Угу. Вот, просто тут, видите, да, фишка, у нее дот, и ей делать даже ничего не надо. Кстати, крит неплохо кританул. Вот. Тю. Призм барьер надо почитать все-таки, как примерно работает. О, Русь, привет. То есть, смотрите, да, у нас замкнутый круг. Перс после того... Purify, Султан, это очищение. Ну, то есть снятие дебафов. Вот, смотрите, тут хилка есть. Сейчас посмотрим, как работать будет. Да, хилка вроде не так уж она и режет. Хотя все под нейротоксином. По идее они... блин, это коза отхилилась у нее. Вот сейчас все начнется.
Нейротоксин уничтожает потихоньку. Да, не, с хилками вполне возможно проблемы будут у нее, кстати. Ох, ничего себе, вот это крит был. Кстати, не зря, наверное, крит взял. Вот у нее дебаф же режет хилку. Почему она все равно так сильно отличивается? С хилками будут проблемы. С хилками будут проблемы, парень. 100%. Это уже заметно. Так, идем. Давайте, тут у нас что? Блин, давайте Блейза, да, пусть попробуем. Мы же должны узнать все-таки, что там это. Может, вдруг практически это новый у нас этот, Йети. Бум. Тут сало мне как бы нравится очень сильно. Бум. О, смотрите, первый раз скинулась пробили ей поле. Бум. Бум. Ну, Блейза она не может убить. Вот хотя, да, она режет хилку и написано насколько. Все равно по 450 лечится, а дальше еще сильнее будет лечиться. Ну, что-то вот по чуть-чуть начинает. Может, если разгон будет какой-то, может, она и сможет. А давайте вот быстрым боем попробуем. Что-то будет. Не хватает ей урона, слышите? Ну или хотя он по писечке, она там, да, смотрите. Ладно, ерунда все это. Давайте хил сожжем. На всякий, страшно. Даже 15-й Блейз может какую-нибудь падлу сделать. Крит продолжаем брать. И урона бы разогнать, и по идее она сможет пробивать. То есть набрать ей там арморбрейка, крита, вот это вот все. Ах ты, видели? Вы видели? Помыла-то ее контрит. Я ничего сделать не могу. Только если вот получается это, скажите... Блин, жесть. А что-то не понял, как они дохнут? Нейротоксин карает? А, они сдохли от нейротоксина. Блин, это вообще хардкорно было. Вы видели? Да? Именно семечко помыло, короче, западло устраивает. Так, ну тут понятно. Я даже это... Короче, ей надо... А, блин, армор-брейк-то на урон хп не работает. Эх, на замкнутый круг получается. На замкнутый круг получается. Блин, вода закончилась. Надо дойти. Как-то это стрим тут движ идет такой. Не, вот фикс прайс прилетает всем, да, смотрите, то есть это заметно сразу, что ген не врет, а написан именно урон от размера здоровья. Вот. Тут без шансов, да. Тирбан. Ага. И вот тут вопрос, да. О, королевна. Вот это важно нам. Вообще похер, мне кажется, королевна ничего не сможет сделать. Вот вообще без шансов. Сейчас она сдохнет от нейротоксина. Ну, хотя отхилка есть какая-никакая, ну, в целом, без шансов. Сейчас сдохнет, все, да. Просто дербан. Дербан. Давайте дальше идем, да. Ойчик. Вот интересно, почему сало сработало вот сразу? Сало же написано срабатывает, когда спадает нейротоксин. Я не понимаю. Почему? Ну, Аой не убьет, кстати, она. Все понятно. Аой не убьет, Аой постоянно будет отхиливаться. Тут с этим ничего не сделать, уроны маленькие. Да, только эти копии ничего не дадут. Да, тут все понятно. Аой не убиваема. Продолжаем качать критец. Во, Уилл, да, тоже злой паря. Давайте посмотрим. Хотя 15-й, блин, что мы на 15-м смотрим? Это же все халява, по идее. Тьфу. А Уилл, кстати, вот, блин, написано, она режет хилку. И нифига же. А Уилл, смотрите, поле пробивает ее. Представляете? Жуть.
Не, вы прикиньте. То есть каждый раз срабатывает этот. А, нет, ну вряд ли срабатывает там. Жуть. Смотрите. У нее реально проблема с хилками, хотя она должна резать хилку. Она точно режет или нет? Я просто не могу понять, какого фига. Проблема с хилками у нее. То есть Габрой будет. Что-то типа Витяна получается какого-то. Вот урона ей не хватает. Ну, давайте Монику посмотрим. Монику не убьет, учитывая вот то, что я думал, как-то будет посильнее хилку резать, если честно. Тут, кстати, еще хуже. Она Монику точно не убьет, потому что Моника постоянно под салом, а с руки она именно себе хп восстанавливает. Это без шансов. Так, просто машинка сала какая-то. Хорошо, что я так и взял. То сейчас бы тут бы это привстряли бы. Так, идем дальше. Угу. Так, ну тут понятно. Крит. О, опять давайте уже 16-я королевна. Она должна уже получше лечиться и урона побольше наносить. Хотя мы тоже не лыком шиты. Нет, тут Дербан. Да, убивается она. 16-я королевна тоже спокойно разваливается. Вонг. Вот, смотрите, тут... Ага, блин, ну не пробьем. Мы просто, скорее всего, даже, ну, если не умрем от Луны, которая просто лютые уроны наносит. Чув. А хотя... блин, ага, да, Габра сало, иммун к салу, без шансов вообще. Ну, смотрите, мы уже подкачались немножко, да, и как бы какие-никакие уроны наносим. Вот, все-таки он ультами. Ну, мы не убьем, да, не убьем, к сожалению. Коза. Кем развалить ее? Витяном, да? Хотя Витяном тоже, блин. Ох, ничего. А нет, смотрите, мы нормально так покоцали. Бум. Так. Монику разваливает, к примеру. Ну, Моника, да. Моника так себе. Так, а что у нас тут по заданию? Все, нам только врагов надо налупить. Так, этого мы тоже валили без проблем. Понятно. Ну, бичей, я думаю, вообще без шансов. То есть она... Этот герой достоин, чтобы сделать под нее тир в норе. Ну, не тир, а строчечку. Вот это вот мерзость получается. Ну, давайте пробовать еще раз все-таки, да? Получается иммунчик. Иммунчик. Бум. Семечко вот срабатывает, и все, хана. Тушите свет. И ничего с ними сделать нельзя. Эти еще тела отхиливайте. Отхиливаются. Ну, тут, короче, да, пока это. Ничего не сделать. Он даже покоцали чуть-чуть, представляете? Вот дают. Этот сдох. Так. Armor Break возьмем. Это можно взять. Так, готово. О, это интересно. Ария, да, она тоже большие уроны наносит. Тю. Вон, видите, пробивает, да? Пуф. Вот только Сала на самом деле спасает, но она пробивает поле Вонг. Больно. Если кто-то еще там будет карать, то, скорее всего, это будет того. Вот. Я думаю, на более высоких уровнях будет намного больней. Вот. Так. Комар. Нет, от комара она, мне кажется, нет. Блин, тут еще этот хер. Вот комара бы чисто оставить. Ну, давайте Витяном зайдем. Блин, комар сдох. Говорю, Витяном зайдем. Зашли и сдох комар. Ай, блин, я комара хотел потестить как раз. Ну, может, еще попадется. Как раз на комаре прям четко будет видно, как все это происходить будет. О, Акаша, тоже отличный пример. Давайте смотреть. Мне кажется, вряд ли что-то получится. Хотя, с другой стороны, нейротоксин сало накидывает. По идее, Акаша просто ничего не сможет сделать и сдохнет от сала. Ну, от токсина имеется в виду. Ну она вот у нее запурифается. Но, кстати, ей все равно не помогло, представляете? Я говорю, машинка для сала. Какое-то стопроцентное сало.
кстати, блин, по хп. Все-таки вот Armor Break мы набираем. Слушайте, нет, урон увеличился. 3600 уже наносит. 3666, смотрите, я взял 4 Armor Break. Идем дальше. Ух ты! Давайте пробовать. Да, надо Armor Break набирать ей. На ее дот работает урон. Ох ты, пробил. А вот Комару вообще, кстати, похер на сало, заметили? Вот сейчас будет момент истины. Смотрите, у нас поле, у нас вот про что я говорил. Все, ГФ, Комар ничего сделать не может. То есть вот сейчас мы увидели в чистом виде, да, как работает этот... Если у нас есть барьер призмы, и если у нас есть этот гормон, да, гармонь, играй гармонь, то все, спокойно, изи каточка была. Я вот даже это смотреть не хочу, это просто изи будет. Ну, герой в норе. Минимум это Эстир, я вот вижу. У него вот реально... Да, я помню, что у Комара 900 иммуна, что у него даже сало его не пробивает. Просто сало единственный контроль, который пробивает иммуны более-менее. Вот. Комара ничего не пробивает. Иммунов у него. Отличная бурилка. Ну вот да, вот эту козу вряд ли убьет. Вот да, у нее слабость хилки. Что-то похожее на Витяна. Не знаю, как ее разогнать надо, чтобы она хилки убивала. Может с якорем зайти. Но смысла нет, тогда она теряет РТ сильно. Давайте посмотрим, как она будет бурить Артемиду. Лилит откидывает с зеркалом сала. Это же было видно вот в норе. Просто ничего сделать она не может. Она каждый ход же очищается. Якорь ставить, блин. Ну вот здесь в моем смысле на этом аке может вполне возможно и надо ставить якорь, потому что скажите, тут больше героев для норы нет. Ну, из имбовых нет. Нет ни жопы, нет ни рецу, да, как у меня на остальных аках там. Вот. Тут я попробую разные варики, но в целом нору вообще идеально бурит, мне очень нравится. Да, несмотря там на неприятность с помелой, несмотря на неприятные там вещи с отхилками и с хилящимися персами, я думаю, все это примерно решаемо. Смотрите, да, мы уже Armor Break неплохо набрали. Давайте посмотрим, сколько у нас уже нейротоксин снимает. Так, ну. Нет, 364 все равно что-то непонятно, не понимаю. Было же больше, 400 было, я точно помню. А смотри, сейчас в этот раз меньше. Блин, непонятно. Ну, сдохли в любом случае. Может, скилл дэмэдж брать? О, смотрите, новые мовцы пошли. Новая Элизабет, мне кажется, ничего не сделает ей. Ох, нифига, она еще пробивает поле на раз-два. Потому что, видимо, от ХП бьет. Это плохо. Ее могут убить вторым ударом просто. Элизабет, да, не очень для нее подходит, к сожалению. Хотя и начинают там бурить, хоть сало. Вот, видите, с одними героями, вот с той же Акашей там, да, классно, что сало там ей накидывается. А вот с другими героями, как Элизабет, там, да, с помылой, наоборот, херово, что сало. Вот. Вау, да, давайте зайдем. Тут уже посерьезнее эта пачка. Бум. Вон, видите, да? Ту. Purify каждый ход, ну, вообще рабочая тема. Ну, это вот Мосра Edition, как говорится. Но у Мосры хуже работает. Если у этой дамы вообще каждый ход Purify, пока на ней гормон висит в начале, то у Мосры только когда у нее вот это вот Френзи висит. А Френзи не всегда у нее может висеть, к сожалению. Ну, что я могу сказать? Королевна 17-го. 17 же, да, у нас? Да, Королевна 17-го даже в пачках спокойно разваливается. Вот. То есть никаких проблем нет. Тут обычных мобов мы бьем.
Так, блин, опять Элизабет. Ну, блин, что делать? О, еще и это. О, блин, что, Витяном зайти? Пришлось Витяном идти, к сожалению. Элизабет, да, что-то неприятненько. А если еще вдобавок хилки какие-то будут? Вау! Что, давайте попробуем. Титька. Тум. Ну, титька с салом. Как бы уже хорошо. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты. Титька зло снимает гармонию. Снимает гармонию, товарищи. Опасно. Очень опасно. Ей против титьки надо с аккуратностью ходить. Однозначно. Кого понерфят? Ничего не понерфят. Господи. Я тебя умоляю. Не тот герой, чтобы нерфили. Да, он сильный, он крутой. Он сейчас в тему, как бы, но чтоб нерфили. Мы еще до ПВП дойдем. Блин, ненавижу вот это дело. О. Лучше бы Элизабет бафнули, да. Не говорите. Точно, точно. Так. С хилками не хочу связываться. Да, вот смотрите, тоже опять интересно. Давайте зайдем. Давайте зайдем. Тоже такое себе, не думая, что... Ну, то есть... Бум. Видите, она и доты все снимает. Блин, четкая тема. Вот это мне вообще прет прям. Видите? Ту. Ту. Ну, Сакуре вообще пофиг. Тут понятно все. Тут ГФ Акаша. Без шансов. Дирбан. Блин. Чейза понерфили, когда я еще и не играл. Это какой год был? Это раз. Во-вторых, его понерфили, потому что он 50% атаки давал. Его, еще бы его не понерфили. Ай, огонь. Так, что мы набрали уже? Тут 60% армор брейка. Ну, движемся потихоньку. Самое главное, мы крит прокачали на 23. Надо еще семерочку взять. Качаем крит. Вот ей крит важен, да. Однозначно. Потому что, как бы, родной есть от техов гильдии. Блин, Блейз плохо и с Блейзом. Ну, делаем так. Это рабочая схема, как говорится, да. Чикаем всех адой. Вонг. Добиваем Витяном там. Не знаю. Роли поменялись, да? Раньше Витяном покоцаешь, кем-то добьешь. Сейчас все наоборот. Вонг коцаешь. Ты добиваешь. Критурончик можно брать, да, тоже приятная тема. Так, а у нас босс там кто будет? Темп, да? Он тоже ничего не сможет сделать. Так, вот опять все дохленькие. О, стоп. Ага. Какой камень на крит? Зачем мне камень на крит, если у меня у этого героя все скиллы полностью зависят от здоровья и частично от атаки? Что, заходим, смотрим. Тоже как бы это машинка для боссов заметная. Я думаю, она вывезет всех боссов, включая Витяна. Ой, включая, говорю. А нет, кстати, медведа она не вывезет. Медведа по урону не вывезет. Мне кажется, медведь будет быстрее отхиливаться. Ну, вот с двух плюх, как говорится, бам и все. Так, у нас почти по максималке крит. 29. О, отлично. Супер, супер, супер. Титан против Титана. Но я думаю, будет с Сямба до пол хп. Медведь отпурифается, да. Потом получается он... Вот метка жалко не пурифается. Без шансов. Дирбан. Медведа Дирбан, товарищи. Ничего сделать не может. Вот этот перс 100% разрывает медведа даже без всяких этих. Мне еще ланс интересен. Все. Последний крит. Вот это вот говно, блин. Мне вот никак не убить. А, нет, смотрите, на пол хп. Ну, не, без шансов. Ну ладно, добьем бет. Бет рабочая, самая лучшая убивалка хилок. Убивает всегда. Еще таки хорошо рубает. Ну, стаки рискованно. Он еще подохнуться может. А бет не подохнет, хилок рубанет.
идем. Крит. Продолжаем бафать перса. Да, давайте еще раз все-таки посмотрим битву с Элизабет. Да, блин, она вот срубает прям поле, и поэтому в пачке Элизабет, ну, может падла наделать, потому что остальные... Она еще первая ходит, у нее скорость высокая. Она сразу снимает, получается, барьер Ади, и все. Бам. Ну вот криты работают. Крит работает. Вот ей крит по-любому надо качать, потому что иначе она по урону просто ничего не сможет. А так есть шансы, есть плюхи там положить. Вот смотрите, вот опять жопа какая-то. Придется Витаса в бой пускать. Блин. Не сдох? Господи, фу, блин, не сдох. Переживаешь с этим, блин, Витасом. Он такой слабачок стал, блин, что реально вот на такие пачки более-менее нападаешь и думаешь, господи, хоть бы он там живой остался. Потому что если он сдохнет, потом какого-нибудь Блейза не убьешь. О, отлично. Темп у нас был, не был, я не помню. Ну, темп сейчас под салом будет и ничего не сможет сделать. Все. Единственный падла он будет делать, это он энергию будет забирать. Но урон у него слабый. Ему сало, наоборот, очень даже показано. Пофиг, что он энергию забирает. Это никак не влияет на дело. Хуже было бы, если бы он ультовал. Потому что ульт у него сильный, на 500 урона. Вот. Вполне возможно, ульт бы поле снимало. Нам, как говорится, не надо. Вот Уилл, кстати, да, еще мерзкий. Я не буду тут тестить. Уилл ей поле сбивает, поэтому зайдем мы, как говорится, сдалека. Зайдем комариком. У нас таких пачки из комар. Вот опять медведь, давайте посмотрим. Медведик будет. Ну, медведик железно шотается. Вот мне интересно, почему сало сразу срабатывает? У нее же в скиллах нигде не написано, что сало. Нейротоксин написано, что вешает сало после 2 раундов, когда слетает. Короче, как обычно криворуко, кривожопо переведены скиллы. Сиди сам догадывайся. А вот представляете, да, вот так вот, если бы мы не сделали бы Е4, кто бы догадался? Мы так же, как с Гаргоной бы потом бы думали, что там вот так вот скилл работает, а не как-то по-другому. Мудаки, в очередной раз мудаки. Так, тут балалайка всякая разлетится. 90, можно уже не брать. Вот, смотрите, тут пачка побольше, давайте попробуем. Выживет, не выживет. Ну, медведь, смотрите, да, с ульта не снял ей поле. Что не может не радовать. То есть, по сути, получается, ей поле снимают атаки, которые наносят урон по хп. Вполне возможно, вот с Мефистой надо было посмотреть. Бой снимает ей поле. Уилот. Ну и взрывные уроны. Ну хотя Ария не, вот смотрите, пробил он поле. Медведь в этот раз. Была чуточка везения у него. Ну, у нас есть поле, у нас есть баф. Гармонь наша, играет гармонь, поэтому прости, медведь, у тебя шансов чуть больше, чем 0. Так. Вот, давайте этот бой посмотрим. Мне интересно, будет ли Мефисто. Не, Мефисто тоже ничего не может, к сожалению, дать. Ну, не к сожалению, вернее, к радости к нашей. Что это не какая-то падла там, которая бы портила жизнь Вилли Вонке. Да, ну тут дальше смотреть нечего. Тут смерть и все. Идем. Вот, да, смотрите, мерзкая тема. Че, Витяном зайдем? Давайте попробуем. Бум. Убил. Но Витян уже более-менее разогнанный, поэтому, да. Ну, тут Вонг разорвем все. Давайте атаку набирать потихоньку. Так, что у нас? Босс темп, да? Босс у нас темп. Будем посмотреть. Ну, темпа, я думаю, без шансов. Дербан будет. Скорее всего, вряд ли с 1 раунда, но с 2 точно. Ну, тут сало и все. Видите, энергию еще отжирает. Ну тут вот берем, да, что на 2 раунд он сейчас энергию вот снимет. Нет, не снял. Как эта херня работает? Почему энергию не снимает? Ничего не понимаю. Он же не стилит энергию, он редюсит, то есть просто уменьшает. Ну, ладно, не суть, короче. Темп вообще просто по изи что разлетается. С несколько ходок, вот, да. Блин, армор брейк. Армор брейк уже некуда брать. Так, переходим на 19-й, да. Начинаем бурить потихоньку. Берем тут разные скиллы. Вот это берем тут. Да, я уже бичей не страшна, поэтому титьку мы убьем комаром.
Птичку мы убьем комаром, от греха подальше. Вот это вот тоже можно вонг спокойно размотать. И вот это вонг мотает. Там она, блин, много чего мотает. Да. А вот именно так оно и есть на самом деле. Как эта херня работает. Потому что описанию верить это вообще, блин, себя не уважать уже доказано. Особенно после Гаргона было доказано на самом деле. Потому что, ну, там же скач был. Что делать, блин? Мне уже нечего брать на самом деле. Скорость ей нафиг не нужна. Вот. Армор брейк мы уже 100 набрали. Хит придется брать. Что делать? Хит. О, медведь. Давайте тут еще медведика посмотрим. Ну так чисто для оснастки, чтобы понимать, что медведь есть медведь. Как бы. Тем более он тут с отхилкой. Может что-то сделать, наверное. Но это не точно. Мне вот просто, мне очень радует этот Purify в начале боя. Это просто имбище. О, смотрите, видели, да? Он с руки снес. Он с руки начинает накидывать. Нифига себе, слышите? Вы видели? Он под маркой очень сильно бьет. Может даже и наносит фатальный урон. Смотрите, медведик-то 19 уже что-то может. Да, хит урон бапает чутка. Да. Ну я вот и начал поэтому хит брать. А что еще остается делать? О, яйцо. Ну, не думаю, что яйцо. Яйцо может проблему с отхилкой доставить. Она же отхиливается. С другой стороны, у него сало будет. И он ничего не сможет сделать. Поэтому он, скорее всего, отлетит. Смотрите, да, если бы у нее сала бы не было, было бы не все так радужно, как кажется. Смотрите, заметили, да, еще фишку одну? Даже если у нее поле слетает, барьер призм, ну, я имею в виду, все равно она пурифается в начале раунда. То есть все-таки это гармония отвечает за это дело. Блин, смотрите опять. Что, придется заходить, а что делать? Нам ничего не остается. Придется бурить. Смотрите, они вдвоем достаточно бурят. Не, ну реально эта мразь с руки, короче, пробивает. Скотина такой, о. Ишь. Вот если бы не сало бы, да, кстати, было бы кораллово. Так, что с нее? Во-первых, там полпачки будет в этих барьерах. Тут проблема в том, что атака Арецу просто в молоко может уйти. И все. Блин, скорость. Блин, 28 этих банок набрал. О, ничего себе, смотрите. О, кстати, давайте посмотрим, кстати, вот проблема. Комар против этого. Вот, все, бам. Он отхавал скорости, но это ему не помогло, кстати, он сдох. Да, Purify каждый ход это вообще просто адище, если честно. Так, ну все, мы дошли до медведа, и мы должны попробовать же, правильно? Ребят, момент истины. Погнали, смотреть, как будет медведь. Бам, снялось все. И мне кажется, он в один момент начнет пробивать с руки. Когда марок будет дофига. А марки копятся с каждым ударом в вонг. Рецу не убью. Блин, просто понимаете, да, надо понимать, во-первых, антирецу пачка это S1 гены, практически там чуть ли не у каждого второго перса. Вот. А во-вторых, если будет еще вонг, которая будет еще S1 ген допом давать, да это будет пипец. Даже сейчас Рецу испытывает проблемы с S1 пачками. Есть такое немножко. Ну смотрите, да, то есть нанесли, я не знаю, давайте быстрым боем, да, полупим чуть-чуть. Как оно будет вообще? Он чуть-чуть хп снял. Ну, без проблем. Просто по изичу. Вонг разорвала. Это. Скажите. Вонг разорвала медведа. Он их просто тратит, да. Ну, просто на следующий раунд снова будет поле. О, отлично. Мы Ланнистера искали.
А, Ланнистер, кстати, может лососем быть. У него же сало. Она может Ланнистера контрить, похоже. Ребята, она может, похоже, Ланнистера контрить. Блин, вот смотрите, у нее второй урон у Ланнистера. Видите, да? 1,5 ляма. Просто ассист. Ассист, блядь, 1,5 ляма. Ребе. Что-то я пропустил этот момент. Сдохла она? А, нет, не сдохла, смотрите. Спасло. Он накопил хер его знает сколько этих. И она не сдохла. Представляете? Блин, тут вообще жесть. Придется тут жертву, короче, сделать, наверное. Придется пожертвовать комаром. Прощай, комар. А, давайте будем смотреть, да. У нас же чисто комар 1 на 1. Вот, видели, да? Все, следующий ход уже... Все, пипец. Да, без шансов. Он взорвался, и вон похер. Вот что надо знать. Да, прикольно было. Так, тут у нас бам. Тут у нас... О, тут интересная тема. Тут Тереза, кстати. Блин, к сожалению... Блин, можно сдохнуть здесь. Ну ладно, а что делать? Ну, сдохнем, да сдохнем. Да пофиг, да? Надо же интересно посмотреть. 21 вообще как бы мутантский уровень, на самом деле. Да, без шансов. Тереза. Есть Тереза. Ну, в целом, что я могу сказать, ребят? Герой. Блин, да, я согласен, Дань, с тобой. Да, S-тир. Я еще погорячился. Это реальный G-тир. Слабость единственная в виде титьки. Условная слабость, замечу, в виде титьки. Это не это. Но переезжание Ланнистера, который Ланнистер руинит сейчас всех существующих героев, которые бурят Нору, ну это пипец. Да, G, мы тут еще этих. Давайте сейчас покрутим. Ну все, у меня есть теперь на этом маке тоже герой, который будет крутить, вертеть все. Осталось нам PvP потестить, давайте. Протонем лотерею. Хотя, с другой стороны, я, может, даже и не рад, что теперь еще здесь на Нору придется ходить. Нора сейчас долго времени занимает, бесит, если честно. Ну, я ее прокачаю однозначно. С хпшка накину и все. Это всего лишь E4, кстати, блин. Ну, ладно, мы сейчас ее быстренько в PvP протестим. Да хилку боится, это вообще херня полная. Вот честно, да. Вот это можно пережить. Да. Так, все, конец. Тут конец. Все, зачивились. Ага. Так, забираем награды. Так, а что у нас там еще сутки же, да, есть? На следующий завтра чисто. Ну, ладно, похер. Так, ага. Кстати, с кем у меня тут бой сегодня? Твин против твина. Так, ребят, ну, давайте тестить PvP, наверное, потому что, что нам? PvP нам недолго тестить, сейчас быстренько прям протестим и проверим, как... Мы уже, в принципе, в процессе прохождения норы уже поняли, как все работает. Сейчас я посмотрю, кто у меня в друзьях есть рецы. А, вот Action Moon. Товарищ Action Moon, сейчас мы его запустим. Action Moon. Где-то у нас Action Moon. Мы его запустим. Ну, в норе, да, жестко прям карает. Вообще, писец. Но нам нужна вуаль все-таки, потому что с каской, я думаю, это будет каска Витян, который маленький урон наносит. Тут надо все-таки тестить. Я еще с каской попробую сходить. Ну, просто по изичу, конечно, были все боссы пробурены. То есть герой, по сути, щелкает вообще всех боссов, как семена на уровне жопы. А это дорого стоит. Не все умеют так. Вот. Ну, гарантированно прям чпокать без запар там всяких, что сейчас баночку там надо подкинуть вовремя или что-нибудь еще. Ну, как бы вот по сравнению там с Витяном. Так, захожу я сейчас, выставляю команду и сейчас будем нападать там всяко разное на Витяна. Ой, на атеиста. Так, Тиму я выставил. Давайте посмотрим. Где Action Moon? Муни, Action Муни. Так.
чё, нам кого поставить-то, ё-моё, против? Таки? Давайте Таки, да? Пусть будет Таки. А там пофиг же нам, да, как ставить? А, ну да, кстати, Монику только нет, точно. Ну вот сейчас, да, вторым ударом чпокнул. Был убит. Так, а ну-ка. Да, вторым ударом, смотрите, добивает. Интересная тема. Но с другой стороны, я Оливу не поставил. Сейчас мы Оливу поставим. Ну, видно, да, что выживает. Работает ген 100%. Сейчас мы добавим сюда госпожу Оливу. Ну, посмотрим, как это будет примерно работать. А, ну это задний сплэш. Мы же сплэши тестим. Все правильно, да. Все правильно. Мы тестим сплэш. Бум. Так, следующий раунд. Все с подполем опять. У нас товарищ под салом. Но сало снимает. Срубал все равно, срубал. А что-то не заметил, там было у него этот... скажите. Ну, Реций, может, не будет плакать. Но в целом очень круто выглядит. Да. Надо Е6, надо Е6, к сожалению. Тут еще у меня этот Реций на Экшенмуне на максималках практически. Вот. Угу. Так, а ну-ка. Давайте помедленнее посмотрим. Да, второй удар может наносить проблемы, реально. Бум. А он еще энергию сжрет, кстати. А тут гормона не было. Гармонь, играй гармонь. Так. Вот тут сейчас у Оливы CS1 сработало. Ну, блин, энергии сжирает, конечно. Ай, жесть. Второй удар, кстати, да, портит малину. Но первым кого-нибудь, чтобы сплэш чисто смотреть. А, ну давай, да, кстати, посмотрим, точно, давай. Действительно, давай попробуем кого-нибудь первым. Вот так вот, да? Доставим проблем. Ну ладно, давайте тазы поставим. Пошутили, хватит, поставим тазы. Блин, вонка отлетела. У нее этот... вот у нее проблема, да. Нет, не скинут. К сожалению. Что-то за трэш происходит, я что-то не понял. Еще раз. Тум. Так, поле было. Тут S1 ген сработал. Ну, не ген, этот оливы скилл сработал. Ну вот нейтротоксинское сало вообще по изи что снимается, то есть оно никак не контрит, получается, и от него толку нету. Срабатывает без проблем. Он снимает с себя все дебафы. Бум. Сейчас самая такая контра на самом деле Реции — это снятие энергии, по сути. Не, да, просто мало. Просто мало. Да, спасает. Спору нет, но второй удар наносит проблемы. Это бесспорно прям. Надо отжираловку энергии какой-нибудь. Нихера себе, это что за хилка была только что? Да, сейчас попробуем. Вонг в первый ряд, да, может проблемы доставить. На самом деле мы тестим сейчас против Экшенмуни. Это топовая пачка. Он идет два перса, там ложит все, что движется. Ну давайте в первый ряд добавим, да. Ну, блин, на Е4 тоже проблема. Е4 это меньше хилка, да. Меньше поля. Все меньше. Конечно, мы от него много хотим. И все. Мы же просто хотели механику потестить же, правильно? Не более того. Что в принципе и было сделано. Вот.
О, смотрите, да, сработал Purify, получается, раньше времени. Пиу. Там, то есть, вот мы дождались, когда этот скилл сработал именно во время боя. И сняли поле. Сейчас добьет, скорее всего. Блин, офигеть, оно живет даже в первом ряду Е4. Жуть. Чё там, Дань? Есть Purify, есть всегда. У нее два вида Purify. Вот этот Purify в начале раунда каждого, да? И второй Purify, когда поле сливается. Ну, не знаю. Ну, я же говорю, должно быть условие, чтобы у тебя гармонь была. Гармонии же нет, откуда Purify будет? Пиу. Мы еще в экспу не сходили, кстати, слушайте. Ну, механика понятна. Механика понятна. Перс по-любому юзабельный будет. Да, но то, что Реци будет плакать в углу, конечно, пока громко сказано. С другой стороны, тут состав такой вообще, как бы прошлогодний образно. Вот. С новыми героями прям писец полезный будет. Мне вот вообще очень интересно с Терезами все это как будет работать. До 9-го раунда Реци убить не мог. Эту парочку. Тю. На каком допинге? Ладно, короче, это, заходим. На каком допинге? А, 3... Да ладно, что, серьезно? 3 часа уже? Ёма. А, ну 2 часа, 2 часа, ладно. Ладно, в экспу заходим, короче, и все, будет по шурику, давайте. Я тут что-то куда-то ходил. 8,5 левел. Сейчас сбросим. Да блин, герой интересный, как бы, что бы не это не потестить. Тем более нора еще долго времени забрала. Так, за место комаря как-нибудь, я не знаю. Так. Ну, вот так пусть будет, да? Сейчас нападем на кого-нибудь. Миу. Вау. Блин, ну это сурово. Ну хотя давайте тут Тереза посмотрим. Тоже интересно. Тут Терезы же печатают. Так, у нас поле, получается, висит на Блейзе, на этом. Блин, на Ланнистеров, конечно, жесть. Вот с ними ненавижу бои. Только не говорите, что вы запечатали там. Так, тут есть сиська, это там тоже есть сиська. Блин, Ланнистеры бесят, жесть. Да, нифига, метки не сняты, если нет поля. Блин, нужно поле, чтобы это... Сейчас мы сдохнем тут, но мы сейчас, короче, заново это рестартнем. Карта. Ты, говорит, на допинге. Надо кого-то попроще. О, давайте тут бьете этих бичей. То есть получается условие Purify это наличие барьера призмы и, скорее всего, гармонии. Вот, если этого нету, ни того, ни другого, то... Вот сейчас не было ни одного Purify. Сейчас вот есть на Аде, получается,
барьер, которого еще уже нет. А вот этих ребят, видите, Purify сработал. То есть у этих ребят Purify сработал. Более, ну, видимо, она еще маленькая, слишком все-таки. Там в процентном отношении, считайте, Е5 только даст 40% КХП, что это очень много. Вот. Сейчас мы, конечно, ну да, сложно судить. В XP пока непонятно. Да, она накидывает эти плюшки, но мобы с одного удара и снимают эти плюшки. Вот. Вполне возможно, что один из этих ударов может быть какой-нибудь смертельный, и как раз это поле и спасет. Купы с гармонией. Ну мы уже сколько бурим тут, блин, 9-й раунд, каких-то говномобов не можем развалить, на самом деле. Но вполне возможно, Е6 герой будет являться ключом, на самом деле. Будет являться ключом к XP 9+. Ну, наверное, в принципе, все. Да, Е4 для XP рановато. Сложно протестить. В PvP мы механику посмотрели. PvE тоже, в принципе, раскрыли полностью героя. Башенку даже сходили. Что тут можно сказать? Ну, я думаю, в принципе, все. Можно подводить, наверное, итоги, да, стрима. Что можно сказать? Герой супер крут. Честно, очень крут. Вот. В норе сами видели, да? Поможет. А это очень важно сейчас. Нора это вообще прежде всего. Там PvP, ладно, можно в PvP там чуть-чуть сказать, ладно, похер на PvP. Но нора, блин, нора это сами знаете. Это не только ЧК. Это еще у нас еще эти гемчики всякие и так далее, и так далее. Расширенный магазин, там, да, где рульки можно побольше взять в течение месяца за голду. Вот. В целом, очень крутая бобежка. Вот. ПВЕ раскрыт, да, скиллы, но не до конца. Все-таки Е4 маловато, чтобы сейчас ПВП, допустим, бороться против реца пачек. Но я думаю, против остальных она может принести пользу. Что у нее из слабостей, да. Маленькая скорость. Завязано все на ульт. Да, Е2 ген этот чуть-чуть спасает, да, у нас два случайных союзника получат гармонь, там, гармонь в начале раунда, но все равно этого маловато. Вот. Плюс не забываем, что барьер у нас, да, у нас он срабатывает в начале раунда, у кого есть гармонь. Вот что надо понимать. Есть гармонь, есть это. То есть ульт у нас дает 4, включая себя. Вот. Плюс если мы в первом раунде ультуем, да, то есть получаем 4 плюс 2, итого 5. Ну, да, герой крут, очень крут. Е6 будет у нас, мы его точно определим уже по тиру. Карточку, я думаю, сейчас уже примерно можно сделать. Но предварительно, по мне, я считаю, все-таки это G. Я вижу этого героя как G, как бы именно в Е6, когда она будет. Ну, вот, потому что намного тут показатели будут совсем другие. Добавится ген антиконтроль, да, который поможет ей ультовать в первом раунде. Может там ей энку какую-нибудь жор дать. Ну, вот такие вот вещи. Вот, живучести ей хоть отбавляй, 40% РД. Не знаю. Очень крут. Будет крут. Вполне возможно в PvP в основной ряд станет. Не знаю, на мейне у меня получится, не получится V6 чики загнать там с учетом слития там 5 кругов. Ой, 6 в этот в синьку и это скажите. Еще обмен там покрутить. Ну, посмотрим. Будем надеяться. Так, на этом в принципе все. Вроде разобрали полностью. Всем спасибо, что были сегодня. Вот. На этом все. До новых встреч. Увидимся, наверное, там, не знаю, через недельку-другую. Да, как минимум на чеке там, а может еще. Ну, все, всем пока, ребят. До новых встреч.